Всем большой привет, вы слушаете Радио Радуга, меня зовут Сергей Грифиц. Мы долго говорили о том, что сегодня у нас в гостях будет юный, талантливый, красивый, мечта многих, ну что я буду распинаться, друзья. Александр Рыбак, прошу любить и жаловать. Добрый день, Александр. Здравствуйте, видите, вот я здесь вдруг. Я могу сказать, что Александр очень пунктуален, нам обещали в 2, и в 2 Александр был уже в студии. Да, прибежал в 2. Александр, первый вопрос. Просто люди, скажем так, там русского происхождения, белорусского, которые живут в Европе, иногда такая интересная ситуация с именами, что в России их называют там Сашей, Шурик и так далее. А как называют тебя родители? Также Саша, Сушка, Зайка. Сушка. Но это я уже думаю, это уже не по правилам. А друзья, которые в Норвегии? Александр? Да. В Норвегии они вообще не понимают, как одно имя можно называть другое. Типа, если Александр, как я могу быть и Саша. Итак, твои родители музыканты. Поправь меня, мама пианистка, папа скрипач, бабушка тоже преподавала в музыкальном училище. Они так говорят, да. Но это правду говорят? Или нет? Ну, я бабушку только уже видел как бабушку, но она молодец, она очень хорошо на фортепиано играет, так что я очень... Ну, к тому, что Я очень рад, что она воспитывала детей, потому что она меня тоже очень хорошо воспитывала. И мама и папа у меня самые лучшие родители. Они просто... Я очень рад, что они взяли вот русскую культуру, типа дисциплину, да, но когда мы переехали в Норвегию, они поняли, что там другая культура, и, например, что там празднуют все Рождество 24 декабря. Так как у вас, да. И они могли бы быть такими строгими родителями, нет, что у нас наша религия, все, но они увидели, что у меня новые друзья появились, и они праздновали как раз 24-го, и тогда они мне тоже разрешили. Ну вот вопрос в чем? Музыкальная семья, любовь к музыке с детства была абсолютно искренней? Или, может быть, все начиналось так немножко из-под палки, что, дескать, у нас музыкальная семья, и ты должен играть? Не было протестов, что не хочу быть музыкантом, хочу быть пожарным? Конечно, я плакал, как все другие дети. Я думаю, что у всех так, как в детстве детям хочется играть, гулять, а родители понимают же, есть ли талант или нет. Мне очень нравится думать, что если бы у меня не был талант на скрипке или на фортепиано, я уверен, что родители бы не заставляли меня играть. Я уверен. Так что просто так получилось, что у меня был талант на скрипке, и мама и папа это увидели. Так что я очень рад, что они меня заставляли. Господи, дети не знают, что им нужно. Что им нужно. Да. Вопрос такой. Готовясь к интервью, я вот посмотрел всю информацию и решил, что вот про что мы, наверное, не будем говорить, про Евровидение. Уже столько про него, по-моему, всего сказано уже и как... Хотя, честно слово сказать, я один из тех артистов Евровидения, кто с удовольствием разговариваю об этом. Я знаю, что многие артисты бы сказали, что но сейчас у меня новые проекты, а мне не нужно оправдывать свои новые проекты. Я с удовольствием всегда буду вспоминать тепло о том пике, с каком я начал мою карьеру. Так что с удовольствием всегда Евровидение. Я всегда каждый год новые страны поддерживаю. Мне очень смотришь интересно. каждый год? Смотришь? Да. Например, сейчас я вчера был в Турции и записывал клип для Алены Ланская, которая за Беларусь будет петь. В этом году? Да. Мне очень-очень нравятся мои корни. Я очень горжусь. О корнях мы еще поговорим, Саша, опять все равно начали про Евровидение говорить. Вопрос такой, после твоей победы, ну, я так могу теоретически предположить, что все-таки жизнь твоя поменялась, так или иначе, да? А мне интересно, вот все друзья... Может быть, не внутренняя жизнь, но, конечно, внешняя. Но вот все друзья или знакомые, которые были рядом с тобой, они остались после победы? Потому что славу другого человека не всегда легко... Я, конечно, понял, что некоторые друзья у меня навсегда остались, а некоторые друзья просто больше как знакомые, да. Я не могу сказать, что это из-за того, что я известный стал. Я думаю, что у всех людей они когда-то понимают, кто из
их друзей настоящие друзья, а кто просто ну, побыл с ними несколько дней. Но это не значит, что это хорошие люди или плохие люди. Просто некоторые люди подходят друг к другу, а другие люди не подходят. Как пазл. Да, я не думаю, что я потерял друзей именно из-за того, что я звездой стал. Потому что это, я думаю, это так у всех. Но зато после того, когда я победил, после того, когда стали меня приглашать на концерты во всем мире, гораздо быстрее я выяснил, кто ждет меня, кто или завидует, или кому не интересно, что я музыкой занимаюсь. Да? А когда уже стал популярным, когда уже стал настоящей звездой, появились ли новые друзья? Ведь уже в таком статусе довольно недоверчиво, наверное, относишься к людям, что... Ну, у меня хватит своих. Новых не троих друзей. У меня... я дружу с... ну, у меня 3. Они в Норвегии? Да. В Норвегии, то есть да. это в Норвегии. И это полно хватит мне. Ну да, 3 друзей хороших. А часто бываешь дома в Норвегии? Потому что вот ты такой международный артист, и Беларусь. Ну да, я сейчас пробую по-русски еле-еле. Не, все с вами хорошо. разговаривать. Все хорошо. Часто, да? Большее количество времени проводишь в Норвегии все-таки? Не сказал бы. А где? Не, но большинство времени, конечно, в Норвегии, но если подумать о том, что я вообще-то живу там, что у меня квартира, то как-то стыдно, что я только 1 или 2 дня в месяц там бываю в квартире моей. А где чаще бываешь? Ну, в Норвегии, но просто чаще я бываю не в Норвегии, можно сказать. Просто хочется понять вот этот спектр стран. Ну, понятно, что Россия. Россия тебя полюбила и не отпустит. И Россия, но и все русскоговорящие страны. Украина, Да, но и здесь, да, Прибалтика, и в Турции. Кстати, у меня Facebook страница, там у меня почти уже сейчас 600 тысяч. Сейчас будет людей. еще больше Да, после будем объявления. надеяться, да. Литва большая страна. То есть, Но у меня 600 тысяч людей там, да, и 130 из них, 130 тысяч, они из Турции. 130 Да. тысяч. Ух ты. Это как Витас что в или- Китае да. популярен. Так что также Александр в Турции. Так что или они очень понимают мою музыку, или они очень любят Facebook. Я не знаю. Ну да. Кстати, знаешь, сколько в Литве жителей? Скажи. 3 миллиона, почти. Ой, Ну, мы ну, надеемся, что 3. Я к тому, что 600 тысяч это одна практически 5-я Литвы. А я хочу, друзья, напомнить, что у нас есть прямая видеотрансляция на Фейсбуке как раз таки. У нас сегодня в гостях Да. Александр Рыбак, тот самый. Да, я не побрился, но все равно хорошо выглядит. Я такой же, можешь помахать. А, Александр, вот мы. да, Вот. Александр шлет всем воздушный поцелуй. Да. Мы перерыли весь интернет. Ну, мы журналисты ж такие, знаешь. Перерыли весь интернет в поисках каких-нибудь скандалов. Чтоб ты кому-нибудь там лицо набил, что-нибудь там роман закрутил. Пока что еще нет. Ничего не нашли. Как так, Саша? Столько лет уже нашел. Потому что белорусская мафия работает со мной. То есть все перекрыли. Ну, я сержусь иногда. И 2 года назад там я на репетиции, там все неправильно было, все звукотехники не... Это в Беларуси знали, было? Нет, это в Швеции было. В Швеции, Да. так. И там я скрипку ударила о пол, она разбилась. Дорогую? Нет, я одумался, я полсекунды одумался, так, подумал, что ой-ой-ой, это дорогая скрипка или нет. Не дорогая, давай разобьем. Так что иногда просто нужно показывать свои разные стороны, не надо скрывать их. Но самое главное для меня это не наступать на ноги людям. Это я всегда стараюсь, чтобы самое главное, это ладно, это у меня хороший бонус, что я известный человек и все, но я пробую никогда не забывать мою самую главную философию, что я пробую радовать людей все время. Ну, не то, что стараюсь и забываю про меня. Я обожаю себя самого, но, Ну, правильно. но нужно просто радовать людей, и я очень рад, если... Мне очень приятно думать о том, что если я завтра уже не проснусь, да, больше. Ну, нормально, так- тебе так 26, тогда- по-моему, да. да, уже можно Но думать. я уже рад. Если я завтра не проснусь, так я утешаю себя тем, что другие люди проснутся и будут вспоминать о мне хорошо. Саш, у нас прямая видеотрансляция, и вот у нас есть сообщение из Америки. Нас слушают еще и по интернету. Конечно. В Америке. Я только что там был. В Америке. В Нью-Йорке. Ой, да. сейчас об этом все узнаем. И там есть такая девочка Соня, которая сейчас слушает «Радугу». Она большая твоя поклонница, и у нее день рождения скоро.
Она спрашивает, можешь ее в камеру поздравить? Дубль первый, поздравления Соне в Америку. Поехали! Соня, сейчас ты уже постарше, пора мыслить, да, пора радовать людей, пора сама радоваться. Я очень надеюсь, что у тебя будет хороший день, и когда-нибудь даже встретимся. Очень надеюсь, что встретимся. Дорогая Соня, мы тебя все любим. Саша, воздушный поцелуй, это будет контрольный в голову. Поздравления с годом. А там мама, может быть. Пора. Дорогие друзья, у нас сегодня Александр Рыбак. Мы сейчас уйдем на небольшую музыкальную паузу. Саш, есть много песен хороших. Я могу сказать, что следующая одна из моих самых любимых. Она называется «Я не верю в чудеса». Спасибо. Ты сам веришь в чудеса? А я верю, да. Но это для фильма мы сделали песню такую. Понятно, да. И фильм неплохой, а песня вообще чудесная. Мы ее послушаем и скоро продолжим. Продолжаем беседу. Напомню, что мы и в эфире, в интернет-эфире онлайн, в эфире на 108 FM в Клайпеде. Продолжают поступать вопросы. Кстати, вопрос от нашего фейсбуковчанина Дениса. Он пишет, что сейчас находится в Осло. Почему все дорого? Где можно подешевле посидеть в баре? Ого! Так. Мы как раз сейчас, пока мою песню играли, мы сейчас с командой, радиокомандой разговаривали о том, что многие литовцы сейчас в Норвегии, да? И слушают, кстати, нас так сейчас по Ну вот, интернету. но это чуть-чуть разная культура. Я даже не знаю, как это сказать. Хотя обычно я разговариваю в России о разнице культуры между Норвегией и Россией, да, что там русская культура очень такая строгая, очень все дисциплина, мы не улыбаемся, а в Норвегии все рады, никто не думает, не мыслит, просто все улыбаются. Как раз здесь, в Литве, очень хороший микс. Так что я думаю, что литовцам, они уже привыкли улыбаться, так что им гораздо легче будет в Норвегии, чем русским. Но про то, что пиво дорогое, сам я очень редко пью, и сам я выиграл Евровидение, так что я не знаю, можно что не дорого. пить тоже. Не, просто я не знаю, что дорого, а что дешево. Но всегда можно найти какие-нибудь русские бары, русские клубы. Там русские призы тоже ценные. Когда ты вот бываешь в России, я, допустим, несмотря на то, что я сам из России, когда приезжаю в ту же Москву, ну, в общем, есть такое понятие, как вот там русский менталитет, московский. Я согласен, что там никто не улыбается, все такие достаточно суровые. Да, но мне это нравится. Нравится? Не напрягает это совсем? Я всегда пробую находить самое лучшее в каждой культуре, понимать каждую культуру. И мне очень нравится, что люди скованные в России, потому что тогда, когда они уже начинают, не обязательно пить начинают, но, например, придут домой, да, разденутся и там будут есть обед со своей семьей, так как раз тогда они начинают, тогда у них искренняя улыбка, понимаете? А в Норвегии все время улыбаются, потому что никто никогда не знает, они по-настоящему улыбаются или это только фазон. Ух ты, как интересно. Продолжим разговор о России, поскольку ты вот так влился в российский шоу-бизнес. Вообще ты себя ощущаешь частью вот российского шоу-бизнеса или белорусского, или там общеевропейского? Нет, знаешь, это моя, можно сказать, это и самая моя большая проблема, и самое большое счастье. Что, не ощущаешь? Что я чувствую себя просто европейцем, и я знаю, что вот, например, в Норвегии мне говорят, почему ты иногда грустные песни поешь на концерте. Вообще мы не приходим на твой концерт, чтобы слушать грустные баллады. Я там одну грустную песню спою, и все сразу, ой, а зачем ты это сделал? И они не понимают эти русские корни, что нам же нравится ностальгия. Если мы грустные, мы не пробуем это прятать. Да? Мы наоборот включаем самую грустную песню, и все, и плачем. Так что это норвежцы никогда не поймут эту мою сторону. А в России люди, например, не поймут, когда я отказываюсь от водки. Ну, например, на вечеринках так, что, ну что ты нас не уважаешь, не, уважаю, и именно потому что я уважаю вас, я хочу с вами общаться, а не заснуть на диване. Так что из-за того, что я вас уважаю, то как раз и не буду пить. Так что люди говорят, что в России говорят, что ну вот ты, Александр, ты, конечно, не русский, ты не наш. В Норвегии тоже говорят, что
ну, Александр, ты не наш. Так что меня посылают всегда в разные страны, все приглашают меня на концерты, и когда я на сцене, я вдруг уже наш. А потом они понимают, что у меня такой смесь разных культур, что я... Но я считаю, что для меня это очень повезло, потому что я, наоборот, сейчас достал самое интересное из каждой культуры, и я этим наслаждаюсь. А вот когда ты уже стал действительно популярен в России, никто из звезд шоу-бизнеса не хотел тебя так под свое крылышко? Я вот знаю вечно Филипп Киркоров, при всем моем уважении, то он Диму Колдуна пытался там как-то под крылышко раскрутить, еще что-то. Вот не было каких-то, может быть, предложений со стороны продюсера? Как раз Филипп Киркоров меня хотел раскрутить в России, и к сожалению, у меня тогда были менеджеры, которые мне запрещали все. Киркорову не ходи. Да, ну норвежские менеджеры. Они даже не знали, кто Киркоров. Они только знали, что он участвовал в Евровидении и не выиграл. Это все, что они знают про него. Потому что они подумали, что не, Саша, нельзя. Но нужно расслушать своих менеджеров. Хотя я очень хотел, я так уважаю этого артиста, да, так что это мне очень грустно, что у меня не получилось. Но лучше не грустить об этом, лучше просто то, что произошло, то произошло. А другие вещи, другие случаи, я наоборот очень рад, что я отказался. Например, что Опра Винфри меня приглашала, да, 3 года назад. И я отказался, потому что, во-первых, она только там хотела со мной 5 минут поговорить, да, а мне не обязательно все время, мне не нравится эта минута славы, мне наоборот просто нужно музыку писать и на сцене быть. Плюс я как раз в тот месяц уже у меня было много-много концертов в Швеции и в Дании. Я уже договорился, все, так что мне нужно было отказаться от этих концертов, чтобы поехать в Опра Винфри. А у меня такая философия, что если я договорился, все уже, потому что неважно, если там предложат мне больше денег или что-нибудь такое, это совсем мне не важно. Самое главное, чтобы мне не обижать людей, с кем у меня уже есть контакт. Саш, ну вот после этого я, в общем, нашел ответ на вопрос, который задавал раньше, почему ты не вляпываешься ни в какие скандалы. Вот, мне кажется, ты не единица шоу-бизнеса, ты просто артист, вот, музыкант. Да, спасибо. Ну, мне так кажется. Да. Но мне не обязательно все время под формат, например, подстраиваться. Я пишу песни, и, конечно, я очень рад, что если радиостанции будут играть мои песни, но я понимаю, что я не Рианна, не Джастин Бибер, и я не подстраиваюсь под этот звук, под этот саунд. Я пишу свои песни, такие, можно сказать, что фольклорный поп я пишу. И я никогда просто не подстраивался под формат. Я помню, что когда я предложил Fairy Tale для разных радиостанций и для звукозаписывающих компаний в Европе, они все сказали, что Саша, да, ты талантливый парень, но просто такая музыка людям сейчас не нужна. Они Eminem слушают, они слушают типа Джастин Бибер. И так что мы не будем твою песню. Пусть сейчас посыпают голову пеплом все те, кто тебе так когда-то говорил. Дорогие друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях Александр Рыбак. Кстати, я знаю, что есть, ну, по крайней мере, точно одна песня, исполненная на белорусском языке. «Небеса Европы» или даже не одна? «Небосхил Европы». Ага. Ты на белорусском языке говоришь? Нет. Только по бумажке? Меня учат говорить слова, и я их говорю. А родители говорят? Мама и папа что-то наверняка помнят, да. На каких языках ты говоришь прям в совершенстве? Ну, русский мы поняли. Русский, английский, но на норвежском я лучше всего говорю. Ну, на норвежском говоришь с акцентом или без? Не, что ты. Вообще без акцента? Да. Никто не говорит тоже. Я только, по-русски, на английском я говорю, на русском говорю с акцентом, а английский и норвежский это для меня легче. Ты говорил о том, что для тебя важно писать музыку, а когда к тебе приходит вдохновение, когда ты пишешь песни? Я могу про себя сказать, я все свои программы придумал в душе. Вот честно, для меня я могу стоять 40 минут в душе и все придумывать. Есть такое место или ситуация? В душе или в душе? В душе. В душе. Вода течет. Я знаю, что кто-то там в WC еще где-то. Где это? Значит, у тебя какой-то хороший там шикарный душ, что все время... С музыкой, кстати. Ага. С музыкой мне нравится. Интересно. А вот где ты пишешь? Мне не важно, у меня все время новые мелодии.
Ну, просто я же живу в такой стране, где фьорды, где горы, да, так что я все время вдохновляюсь там. И самое главное, мне сначала найти мелодию красивую. Большинство времени я всегда бросаю эти мелодии, потому что я пробую, там я думаю, что ну вдохновился, ну и хватит, сейчас будем дальше. А иногда такая мелодия, что она застрянет, да, в моей голове, и нужно написать какие-то аккорды. И то, что мне очень нравится, это именно использовать мое образование, чтобы интересные аккорды были под эту мелодию, чтобы аранжировку я делаю для струнников, для духовиков. Это мне больше всего нравится, что не просто мелодию писать, а еще... Можно сказать, что я вдохновляюсь от детей. Мне очень нравится с детьми работать. Это сейчас мой последний проект, что я гастролирую по миру, и за 3-4 дня перед концертом я работаю с оркестром, да, с детским, ну, с молодежным оркестром, и типа как дирижер работаю с ними. И тогда получается, что когда у нас концерт, такой большой поп-концерт, и чуть-чуть классическую музыку, чуть-чуть джаз, но тогда получается, что мы большая семья, потому что я помню, 1,5 года назад я сказал, все, хватит, мне уже надоело приезжать в лимузине 2 часа перед концертом и типа говорят, все, давайте, готовы. Мне гораздо интереснее познакомиться с людьми, поработать с ними. И единственное, что грустно тогда, когда наконец-то я уже познакомился, да, и чувствую, что это уже моя новая семья, потом сразу после концерта нужно в новую страну ехать. Так что так чуть грустно всегда получается. Я могу сказать вот по поводу лимузина, просто слушателям, я думаю, они это слышат, они это ощущают, что мне кажется, ты абсолютно лишен звездности в самом плохом смысле этого слова. Не бывает такого? Ну, повезло мне так, да. А не бывает такого, что садятся на шею, знаешь, те же журналисты, они ведь, ой, Саша Рыбак такой известный, да без понтов, без пальцев, а сейчас-ка я ему тут задам такой вопрос. Не садятся на шею, не пользуются этим? Почему? Не, люди всегда всем пользуются, так же, как я пользуюсь другими людьми. Это у нас такой инстинкт у людей. Пользоваться друг да, другом. но самое главное просто научиться, как не психануть, как все время сдерживаться. А когда можешь психануть, что можешь вывести из себя? В работе, допустим, не в быту, а в работе. Если несправедливость. Несправедливость это самое худшее в жизни. Когда, я помню, там год назад после концерта там было 12 тысяч людей, и люди сказали, что я не могу писать автографы, потому что там слишком много журналистов, которые с большими камерами, а там маленькие дети были, да, и они, как называется этот? Локтями толкали. Да, они локтями толкали и камерами толкали детей, там дети стали плакать, да, так что мне нужно было просто убежать оттуда, чтобы все угомонилось. И тогда в следующий день те же самые журналисты, которые потрогали детей, они сказали, что я ушел от плачущих детей. Вот какие, а вообще! Так что вот мы какие люди, да. Ужас какой. Но я думаю, что нету плохих людей, есть просто плохие поступки. Так что я всегда всем прощаю, все, потому что самое главное, у меня так много музыки все время, что у меня нету времени просто на то, что нету времени на ненависть. Ну вот я могу сказать, что, допустим, зрителям и слушателям там в Литве, в России, ты, конечно, в первую очередь известен как исполнитель современных поп-песен. Да, хорошо. Это хорошо, безусловно. Но я просто, допустим, узнал, что ты настолько многогранен, что, во-первых, ты ездил в турне со своим папой, по-моему, по Европе. Боюсь соврать, там еще был участник из группы Аха, у вас какой-то проект был, нет? Ну это сместили многие разные типа rumors в одну. Что, слухи. Да, слухи, да. Это правда, что я с Аха играл. Это на эстрадном концерте. С папой я гастролировал 15 лет назад. А в Юрмале говорили какой-то концерт? В Юрмале это как гастроли. Это разве гастроли? Для меня гастроли это когда 80 концертов без того, что я могу в квартиру домой опять приехать. Это гастроли. А так у нас был шикарный, очень приятный концерт.
Для меня это вообще отдых был. Просто один концерт и 2 дня мы отдыхали. Это вообще для меня это рай. А я еще знаю, ты в Норвегии озвучивал мультфильм. Да. Про дракона. Ага. Ну, это был первый такой опыт? Я просто хочу слушателям пояснить, что на самом деле Александр Рыбак не только исполнитель, это такая многогранная личность. Кого ты там озвучивал? Это я очень благодарю тебя, что ты хочешь показать людям, что я разнообразный. Я думаю, что всегда мой талант всегда дойдет до той публики, которой ему нужен. Я просто очень рад, так как ты говоришь, что это правда, что я известен как современный артист и певец. Но это очень хороший путь так прозвездиться, да? Прозвездиться, это очень хорошее слово. Чтобы люди знали меня, чтобы мне легче было продавать свои проекты, которые ближе к моему сердцу. Например, то, что я с оркестрами играю. Я очень хочу в Латвии именно гастролировать с такими оркестрами, с разными детскими, юными, да. И тогда я понимаю, что это не будет сразу самые большие сцены. Это мне не важно. Я понимаю, что это такой проект неформатный, но это для меня это очень близко. Я хочу делать то, что типа моя миссия, что показывать детям и их родителям, что можно использовать свой инструмент для разных жанров. Да плюс еще моя публика, они обожают, что я играю там виртуозные вещи, да, и потом с детьми, что пару песен играю, и потом попсу. У меня самая лучшая публика в мире, и им нравится разнообразность. И тогда им тоже очень приятно, когда, например, озвучиваю мультики, потому что они знают, что все, что я делаю, я приготавливаюсь к этому и очень концентрируюсь на каждый проект. Я помню, что первый год после Евровидения я каждую ночь плакал. Почему? Потому что я чувствовал, что я к всему соглашался. И вот с одной стороны я никого тогда не обижал, а с другой стороны я все делал на 50%, потому что у меня просто не было времени по-настоящему приготовиться для концерта. Сейчас, когда у меня 2-3 концерта в неделю, а так я в студию работаю с новыми песнями, так у меня гораздо больше времени именно приготавливаться к этим концертам. А раньше было просто так, что здесь концерт, потом 3 часа после этого там концерт там, да, и концерт. Я помню, вообще за один день я там был в Испании, в Италии, в Украине, потом в Норвегию полетел. Это хороший опыт, с другой стороны, да, для артиста, наверное. Вот это опыт хорошо, что после этого я еще жив был, да. И, в общем, жив-здоров, слава богу. Ну да. Сегодня многие твои почитатели, о которых, кстати, ты говоришь, и которых огромное количество в Клайпеде, уж поверь, потому что у нас на радиостанции, а наша станция одна из самых популярных в городе, часто заказывают песни твои. Да. Вот. И сегодня очень многие придут на концерт в клуб Мартини. Что они там увидят? Кого они увидят? Понятно, Александра Рыбака. Это будут хиты, которые уже всем известны. Да, это будет попсовый концерт, но это вечеринка. Так что для меня важнее спеть именно самые такие загарные песни. Да, я не буду им там показывать Бах или Паганини. Это для другого концерта. Сейчас я с танцором. Вы знаете, что, кстати, у меня вчера тоже был концерт именно с такой же программой. И первый... Турции? Нет, в Турции это было утром, а вчера у меня уже был концерт здесь. Понятно. Да. Я был в Шауляй. Да. Ага. Правильно я говорю? Да, Шауляй. Ага. По-китайски. Шауляй. Да. Как тебя зовут? Шауляй. И, как все прошло, как да, публика? Но мне так понравилось те танцоры, которые со мной работают. Это самая лучшая группа, самый лучший балет, с кем я когда-нибудь вообще работал. Так что мой любимый балет сейчас живет в Литве. Да. И вечером у меня будет концерт с ними. Мы, конечно же, всех приглашаем, дорогие друзья, я сегодня. Подожди, сейчас я напомню, когда и где, а вся лирика от тебя уже скажешь красиво, чтобы... Понятно. Так, значит, клуб Мартини сегодня ночью, в 1:00 ночи. Все собираемся, смотрим на Александра Рыбака. Грустные песни будут плачем, веселые песни танцуем.
И Александр Рыбак там вас будет ждать. Да. С цветами. И с улыбкой своей обаятельной. И надеюсь, вы с цветами меня будете ждать. Вот, так что приходите. Ну что ж, Саш, я с большим удовольствием благодарю тебя за то, что ты нашел время приехать, потому что график такой, не всегда получается. Мне кажется, душевно так поболтали 40 минут. Да, да, с Запланировали удовольствием. С 20. вами очень хорошо разговаривать. Вот. Будете играть мою новую песню? Будем, без проблем. Хорошо. Друзья, у нас был Александр Рыбак. Так Обещали. все мы заканчивается, понимаете? Саша говорил, всех что-то надо. Я бы сказал. Да. А мне надо мою песню показывать снова. С большим удовольствием. Что пожелаешь всем слушателям «Радуги», всем тем, кто является почитателем твоего таланта? Я вам всем желаю самое главное, много здоровья и самое главное, высыпаться нужно. Со сном будет очень хорошая жизнь. Согласен. Я просто Да. перед интервью ребята не дадут соврать. Я говорю, только не выспавшись, надо визина закапать в глаза. Так что понятно. Ну что ж, дорогие друзья, это Александр Рыбак в эфире Радио Радуга. Сегодня встречаемся на концерте. Саш, было приятно с тобой пообщаться. И удачного выступления, больших гонораров и вдохновения. В эту очередь. Да.